Здравствуйте, дорогие цветоводы, гости и подписчики моего канала. В этом видео хочу вам показать на примере, как не нужно черенковать фикус каучуконосный. Вот у меня фикус трехцветный, верхушечный черенок. Какие ошибки вы допускаете при срезании и укоренении черенка в воде. И как исправить, как восстановить черенок, как его спасти и все-таки как успешно укоренить черенок фикуса. Смотрите, я 2 недели назад срезала верхушечный черенок, поставила его в воду, но я так быстро-быстро все это делала, и поэтому слишком не заморачивалась, просто срезала, поставила в воду, и, конечно же, черенок у меня загнил. Вот сразу видно, что листики опустились, они не получают достаточно влаги, и вот посмотрите, основание срез черенка стал коричневым, и здесь он на ощупь такой вот склизкий, то есть уже здесь появились гнилостные вот эти процессы, и далее черенок, конечно же, умрет, если мы его не восстановим и заново правильно не поставим на укоренение. Какие ошибки я допустила при срезании и укоренении черенка? Во-первых, вот много листьев, 3 больших листа, конечно же, не нужны для укоренения черенка, поэтому вот эти 2 больших листа я срезаю, оставляю вот только один маленький листик. Можно наполовину, даже вот если вы думаете, что как бы листик еще нужен, то можно наполовину срезать и оставить вот 1,5 листа. Ничего страшного, вот вы видите, белый сок пошел. Сейчас мы смоем этот сок, вот эти ранки все подсохнут и заживут. Далее, смотрите, при срезании на укоренение я использовала такой секатор, но сам стволик нельзя так срезать, так как при секаторе, вот даже здесь видно, мы передавливаем стволик, особенно вот такой зеленый, и он травмируется, нету ровного среза, из-за этого основание вот черенка начинает гнить. Обязательно используйте резак или острый нож. И вот черенок, вот этот срез, мы сейчас вот эти вот загнивающие участки удалим и сделаем новый правильный срез острым ножом. Итак, друзья, делаем новый правильный срез. И смотрите, здесь мы, конечно же, должны срезать всю темную часть, вот то, что вот загнило. И срез должен быть как раз, вот видно, вот участок, вот граница междоузлия. Вот узел получается, где растет лист, где почка. И по сути мы вот так вот должны по этой границе сделать срез. Если у вас черенок загнил, допустим, выше междоузлия, то вы должны под следующим междоузлием вот по вот этой границе сделать срез. Итак, я здесь внизу делаю срез. Вот так вот аккуратно. Здесь идет молочный, вот такой вот млечный сок. Это, в принципе, нормально. Вот этот вот череночек от листика тоже не нужен, он будет гнить, поэтому я его тоже обрезаю, зачищаю. Вот так вот. Далее вот этот вот сок нужно смыть. И смотрите, конечно же, вот загнивающий черенок тоже, вот если здесь было загнивание, необходимо промыть и продезинфицировать. И для этого берем чистую воду, и в воду я добавляю перекись водорода 3%, примерно на стакан, ну, чайная ложка перекиси для обеззараживания, для дезинфекции, ну и для очищения черенка. Хорошо промываем, так как здесь такой скользкий, на нем, видать, уже как бы бактерии размножились на черенке, и поэтому я промываю вот стволик здесь. И оставляю слегка, чтобы подсох вот этот вот срез. Итак, дорогие друзья, черенок у меня немножко подсох, буквально полчаса. Здесь перестал выделяться млечный сок, и вы видите, срез получился вот ровный, чистый. Здесь не осталось нигде вот места с подгниваниями черного цвета, или темно-коричневого. И вот такой черенок ставим вновь на укоренение в воду. В ту же бутылочку, здесь только я ее тщательно промыла, обработала перекисью водорода и залила чистую воду. То есть обязательно тщательно мойте бутылочку, чтобы все бактерии, которые вызывают гниение, то есть вы их максимально смыли и обеззаразили. И также в эту чистую воду я добавляю 1-2 таблетки активированного угля, чтобы вода не закисала. И ставим черенок.
То есть черенок у нас должен быть заглублен, ну, примерно на 3-4 сантиметра. Здесь по мере испарения воды в бутылочке я буду воду просто доливать, то есть я воду не меняю и ставлю просто на рассеянное освещение, где нет прямого солнца, где тепло и нет сквозняков. Итак, дорогие цветоводы, прошел месяц после того, как я, исправив все ошибки, поставила черенок на укоренение. И смотрите, за это время появился третий листик, он, конечно, маленький, ему не хватает питания, так как еще нету полноценной корневой системы, но все-таки он раскрылся и точка роста вот живая продолжает развиваться. На срезе образовалось вот такое утолщение, это как каллюс, и появились зачатки корней. По сути, я уже вижу, что корни начинают развиваться, такой черенок уже точно не загниет, и его можно сажать уже в небольшой стаканчик, уже чтобы он пустил корни, которые были бы адаптированы к грунту. И поэтому сейчас я буду делать посадку. Я выбрала специально прозрачный стакан, чтобы увидеть появление корней. На дне стакана обязательно есть дренажное отверстие. Здесь я насыпала керамзит и буду для посадки использовать более рыхлый грунт, чем обычно для посадки фикусов. Это, допустим, грунт как для суккулента. Я вам дам ссылки, как я смешивала этот грунт. Здесь примерно 30% разрыхлителей и циолит, и крупный вермикулит, и перлит. Есть также торф и питательный грунт. И наполняю стакан вот этим приготовленным грунтом. Буду заглублять черенок примерно на вот 3 сантиметра вот до следующего как бы узла, получается, чтобы черенок был хорошо закреплен, то есть чтобы он не наклонялся, не накренялся. От этого будет зависеть, как дальше будет расти, что у нас стволик должен быть прямой. И, конечно же, прижимаем грунт вокруг черенка. У меня слишком сухой грунт, поэтому сейчас я его буду отливать. Обязательно после посадки черенка, даже если у него есть корни, мы не должны допускать пересыхания грунта, так как все равно корни должны заработать, и для этого должна быть влага в доступе. Но в то же время слишком плотный, если вы посадите грунт, где не будет доступа к кислороду, тоже стволик может загнить. Я взяла специально второй стакан. Здесь тоже несколько камушков бросила керамзита, чтобы второй стакан был как поддон. Итак, друзья, черенок я посадила в грунт. Обязательно буду следить, чтобы земля в стаканчике не пересыхала. И, конечно же, не ставлю на яркое солнечное место. То есть черенок у меня будет находиться при ярком, но рассеянном освещении. И далее я вам покажу, когда же появятся корешки, которые будет видно сквозь стенки стаканчика. Дорогие цветоводы, показываю вам фикусы. Здесь осталась верхушечка, та, которую я обрезала на черенок. Боковые веточки хорошо пошли в рост. И показываю вам, как укоренился черенок. Прошел месяц после того, как я посадила черенок в стаканчик. И посмотрите, уже наросла корневая система, так что корни достали до дна. Они освоили полностью этот стаканчик, и уже пора пересаживать этот черенок в небольшой горшочек.